Warzone. It's a war zone. Это конец. Всем здорово, с вами Дикий Лось. Недавно я принял участие в спортивном испытании под названием «Атлет». Это испытание из разряда «Сдохни или умри». Комплекс состоит из 7 упражнений, и сейчас я с вами им поделюсь. Я вам так скажу, на своем канале я выполнял различное множество испытаний и челленджей, но этот наиболее жесткий. И пройти его без предварительной основательной подготовки у вас попросту не получится. Испытания настолько жесткие, что на протяжении 10 лет, в которых проводится данный конкурс, из 500 участников звание атлета получили только 30. А все из-за строгого судейства и высоких предъявляемых требований к участникам при выполнении каждого упражнения. По сути, это такое же испытание, как накраповый берет, но только в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Итак, комплекс испытаний состоит из 7 упражнений, следующих строго друг за другом в определенной последовательности. Каждое из упражнений оценивается в баллах от 0 до 100. И для того, чтобы получить звание атлета, вам необходимо набрать 520 баллов и более. Самый сок в том, что отдых между каждым упражнением не более 10 минут. Данные испытания проводятся по жеребьевке. Я был 55-м участником из 63. Вошел в весовую категорию 72,5 килограмма. Немножко подкинул больше, чем планировал. Хотя мой повседневный и комфортный вес это 75 килограмм. Итак, что это за упражнение? Первое – это отжимания на брусьях с дополнительным весом 16 кг. Сейчас я вам покажу тонкости, которые были у судейства, и покажу вам, что не все так просто, как кажется. Например, отжимания на брусьях судятся так. Полное опускание, возможно, ниже 90 градусов угол, и полное выпрямление. Локти прямо должны встать. Здесь пропускают отжимания только которые ниже параллели. Даже если вы привыкли отжиматься в 90 градусов, вам их попросту не засчитают. Довольно сильно растягивает плечи и грудные, вдобавок ко всему у вас подвешен на гире 16 кг. На 100 баллов здесь необходимо выполнить 40 повторений. Причем даже если вы сделаете 50 или 60 отжиманий, максимальное все равно 100 баллов. С учетом того, что в верхней точке отдыхать можно неограниченное количество времени, у меня был хороший запас по повторениям. Несколько повторений мне не засчитали, но я все равно выполнил необходимые 40 раз на 100 баллов. Я единственный из участников, кто забрал в этом упражнении максимальное количество баллов. Второе упражнение – подтягивание на перекладине с дополнительным весом 10 кг. При выполнении подтягивания на перекладине необходимо строго занести подбородок за перекладину и внизу, помимо выпрямления локтей, выключить спину. Свести лопатки, то есть полное опускание. Конечно, никаких раскачиваний и импульсов не допускается. Уже хорошо размявшись на брусьях, мы перешли к выполнению подтягиваний. Важным здесь было правильно расположить вес. Подтягивания были также весьма специфические, не такие, как я привык делать у себя на тренировках. Каждое подтягивание оценивается в 4 балла. Подтягивания довольно жестко оценивались, нельзя было не менять хват, не переставлять руки и, конечно же, не делать никаких рывков и раскачиваний. За малейшие нарушения повторение не засчитывалось.
Вес, конечно, небольшой, всего 10 кг, поэтому трудностей с подтягиваниями у меня не было. Выполнил 25 повторений с хорошим запасом на 100 баллов. Друзья, сейчас немного хочу отклониться от темы и поговорить о здоровье, а именно о том, как оставаться на высоком уровне жизненного тонуса и пребывать в хорошем настроении. Магний Диаспорал 300. Это немецкий лекарственный препарат с пролонгированным эффектом. Он не является БАДом, а значит прошел все необходимые клинические испытания и абсолютно безопасен в употреблении. Магний Диаспорал – цитрат магния. Он выпускается в гранулированной форме, без добавления искусственных подсластителей и красителей. Легкий привкус цитруса имеет благодаря натрию и сахарозе. Магний – главный участник энергетических процессов, нервно-мышечных передач и сокращения мышц. Способствует активизации ферментов, регулирующих углеводный обмен, активизирует образование белков, способствует хранению и высвобождению энергии в АТФ, регулирует уровень глюкозы в крови. Именно поэтому его важно принимать людям, подверженным физическим нагрузкам, частым стрессам и беременным женщинам. Рекомендую обратить на него внимание, а приобрести его можно в аптеках вашего города. Затем мы выполняли челночный бег плюс бёрпи. Сразу выполняется 10 бёрпи и затем 20 метров бега. И таких 5 кругов. Самое интересное было с бёрпи. Я думал, что выполняю их на 100 баллов, но оказалось тоже не все так просто. Уже по месту нам рассказали нюансы, по которым принимают данное упражнение. И пришлось постоянно в голове держать новый формат, в котором тебе нужно выполнять эти бёрпи. Обязательным условием здесь было с исходного положения делать бёрпи через сет, то есть сразу садитесь, потом выбрасываете ноги, и обязательно нужно было довольно хорошо прогнуться в поясничном отделе. Кстати, я не рекомендую так выполнять, поскольку данный изгиб является довольно травмоопасным для вашей спины, особенно если у вас уже есть какие-то проблемы в виде грыж и протрузий. Но если вы закачаны, прокачаны, то вам, скорее всего, ничего не будет. Но все отжимания, планки мы выполняем закрытым кором, без всяких прогибаний. Планочки, все у нас закрыто. Но в данных условиях мы работали так, как от нас требовали. Внимание! Начали! Один под головой. Присед полный делаем. 2. Я очень люблю упражнение бёрпи, но здесь оно было особо коварным. В данном исполнении отжимания выполнять не обязательно, только глубокий прогиб. Челнок с бёрпи очень хорошо проверяют на выносливость. И осознавая, что через 10 минут следующее упражнение не так уж и радужно. В совокупности за этот комплекс вам необходимо выполнить 50 бёрпи и 100 метров бега. На 100 баллов необходимо выполнить этот комплекс за 2 минуты 20 секунд. И на тренировках у меня удавалось это весьма легко. Однако здесь из-за специфического выполнения я выполнил это упражнение в комплексе за 2 минуты 45 секунд и заработал всего 79,5 баллов. На этапе это упражнение было одно из самых трудных для меня, поскольку каждая секунда либо дает себе балл, либо отнимает его. Затем мы выполняли рывок гири. Каждой рукой вес гири 24 кг в течение 3 минут. Вы берете гирю и совершаете рывок. Здесь не было такого жесткого судейства, как на предыдущих испытаниях. Наверное, это из-за того, чтобы заработать вам 100 баллов, за 3 минуты необходимо выполнить 90 повторений. Даже не каждый мастер по гиревому спорту справится с этой задачей. Время, когда необходимо сменить руку, вы выбираете сами. Не могу сказать, что это было упражнение для меня легким, поскольку у меня совершенно нет техники для выполнения рывка. Однако грубая физическая сила зарешала, и мне удалось выполнить 73 повторения за 3 минуты. Тем самым я заработал 84 балла.
На тренировке я выполнял 60-65 повторений, и здесь мне удалось превзойти свой результат. Однако при выполнении рывка я сорвал мозоль, и мне пришлось раньше поменять руку. Думаю, количество повторений было бы немного больше. Многие ребята, как и я, из-за отсутствия техники посрывали мозоли. Затем шел жим штанги собственного веса на количество раз. Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов в данном упражнении, необходимо выполнить 30 повторений. Здесь необходимо было выполнить жим штанги эквивалентно собственному весу, в данном случае 72,5 кг. Жим штанги лежа также не вызвал у меня никаких трудностей, за исключением того, что ты подходишь к упражнению уже весьма вымотанным. Видно, как к пятому упражнению сказывается усталость, поскольку на тренировках данный вес я делаю нон-стопом 25 повторений. И хотя я не часто выполняю жим штанги 1 или 2 раза в месяц, у меня весьма хорошо сохраняется результат. Плюсом является то, что вверху отдых не ограничен. Так как я являюсь мастером спорта в народном жиме, для меня это не составило никакой трудности. Однако на мастера спорта я жал 37 раз, а здесь необходимо 30, что весьма высокий результат, и не каждому он доступен без определенных тренировок. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Затем шел присед штанги собственного веса за 3 минуты. Предпоследнее упражнение – присед со штангой собственного веса в течение 3 минут. И здесь на 100 баллов необходимо выполнить 100 повторений. Это кажется чем-то невероятным. Если вдуматься, за 180 секунд вам необходимо присесть 100 раз. Причем у вас на плечах штанга собственного веса. Попробуйте выполнить 100 приседаний за 3 минуты, без какого-либо веса. Это также вызовет определенные трудности. А здесь это необходимо сделать еще и со штангой. Но выполнение приседаний вышло не таким страшным, как я себе его представлял. Наверное, благодаря тому, что можно делать отбив от скамейки.
Впереди я осознавал, что меня ждет бег на 8,5 километров, и поэтому не видел никакого смысла выкладываться в приседаниях, лишний раз забивать ноги. Мне удалось выполнить 71 повторение, это эквивалентно 71 баллу. Совершив подсчеты очков уже пройденных упражнений, я набрал 534,5 балла. Это больше необходимых 520 баллов. То есть по факту мне можно было уже не бежать марш-бросок. Но не все так просто, на самом деле его нужно бежать, иначе ставят 0 баллов и все результаты аннулируются. Необходимо пробежать хотя бы на 1 балл. После приседаний у нас получился большой разброс по времени, и нам удалось перекусить и даже принять ледяную ванну, немного отдохнуть и восстановиться. И завершает всю феерию бег на 8,5 километров с водными преградами. Конечно же в форме, в берцах. Однако мне было интересно пробежать этот марш-бросок в первую очередь лично для себя, ощутить полный кайф этой тренировки. Мы бегали в городском парке, люди шли, оборачивались и не понимали, что происходит, поскольку, представьте, столько людей, бегут все в форме, в берцах, мокрые, в камышах каких-то, в какой-то траве болотистой. Бежалось весьма легко, но необычно. Темп бега получился довольно рваный из-за водных преград. Местами мы бежали темпом 4:20 на километр, что весьма высокий для меня темп. Неприятно, когда заходишь в воду, вся одежда намокает и становится очень тяжелой. После преодоления всей дистанции у многих ребят на ногах были мозоли. Переходы вброд очень сильно бьют по дыханию, замедляют темп, и каждый раз необходимо собраться с силами. После 5 километров открывается второе дыхание. Понимаешь, что финиш близок и можно поднажать. Это конец. Конец первому дыханию. На самом деле, после третьего брода уже хочется зайти в него и охладиться. Местами где-то попить, хотя категорически этого делать не стоит. Финишировал четвертым и заработал 59 очков. В сумме у меня вышло 593,5 балла. Вот подошли испытания к концу. Это было завершающее испытание. 8,5 километров, в которых 6 водяных преград. Переход вброд, где-то по пояс, где-то у меня по шее было местами. Ну, смотря как повезет, влево-вправо шагнешь. Я очень доволен. Выполнил за быстрое для себя время, финишировал четвертым. 8,5 километров получилось за 41 минуту 26 секунд. Конечно, всегда можно лучше, есть к чему стремиться. Ну, бег, скажем так, это не мой конек, он просто присутствует в моей жизни как разгрузка, кардиотренировка и всего такого рода подобное. Комплекс атлет, получается, я выполнил. Я, естественно, доволен. Это безумное испытание, которое я рекомендую как курсантам УГЗ, как просто всем военнослужащим обязательно пройти его. Не за что-то, а просто для себя в первую очередь проверить свои силы и свои возможности и проверить свою дисциплину, когда вы поставили работу себе на год, на полтора трудиться и постепенно идете этими маленькими шагами и к чему-то приходите. И когда вы выполните, вам ничего не надо будет, не какой-то денежный приз, вы просто будете счастливы в моменте. Для того, чтобы пройти успешно эти испытания, не нужно быть сильным. Нужно быть выносливым, уметь превозмогать и немножечко потерпеть. Сейчас в этих испытаниях из 63 человек звание атлета получили только 2. Ну что, друзья, вот такую тренировку я вам подкинул на выходные. Обязательно попробуйте. Развивайтесь, занимайтесь спортом, будьте лучшей версией себя и примером для окружающих. Всем спасибо за просмотр. Дикий Лось с вами. Всем пока.